Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. Шоумен, актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал 95». Согласно соцопросам, один из реальных кандидатов в президенты Украины. Женат, воспитывает дочь и сына. Ты был очень популярен в России, и кино, и выступления, мегазвезда. И после того, как началась война, когда ты занял, сейчас скажу про украинскую позицию, в России прекратилось все сразу? Выступления, концерты? Прекратилось все, как это называется, по взаимной симпатии. То есть у нас была, я считаю так, у нас, во-первых, давай сначала почему, просто это невозможно. У меня есть такой очень близкий, достаточно отношения с Вахтангом Кикабидзе. Вахтанг Константинович. Мы дружим с ним, да. Да, потрясающий человек. Вот все, что мы могли, все концерты в Украине, это одна из наших компаний проводит его все концерты, потому что мы его обожаем. Просто обожаем. Я большой его фанат, для меня это, гуру. И я абсолютно... Программу «Легенда» же. «Легенду» мы делали о нем. И тогда была последняя работа, которую мы делали, фильм «Легенда» про Людмилу Гурченко. Я договаривался тогда. Да, я помню, спасибо тебе большое, Дим. И у меня такое же ощущение. Я не могу через мне плохо. Вот мне так плохо, я не могу туда поехать выступать. Просто мне плохо. Мне не важно сейчас... Не то, что кто-то скажет, это мое внутреннее. У нас много артистов ездят, выступают. Я вообще их не сужу. Это их желание. Это все на уровне морали и внутреннего ощущения. Пусть все живут как могут. Но мне плохо. Очень плохо. Оттуда не доносились вообще сигналы «сволочь», «предатель»? Да я все получил в 2014 году. Когда я высказал свою позицию, когда мы говорили по поводу Путина, по поводу политики Кремля, по поводу того, что захватили нашу землю, наш Крым, по поводу Донецка, по поводу всего того, что они устроили в нашей стране. Я еще умудрился все это сказать там, в Москве. Да? Да. На Красной площади я снимал репортажи программы «Чисто Ньюс». Есть эти репортажи. Эти менты были в шоке. Они рядом ходили, они ходили и слушают. И я сейчас для Украины приду. Причем я снимал это месяц. То есть, пока там чуть-чуть меня уже не начали нашу съемочную группу метлой оттуда выгонять, у меня месяц. Я выходил несколько в течение месяца. То есть 4-6 выпусков я там успел сделать, да. Фантастика. Да, и позиция, там я поссорился со своими друзьями, там я поссорился с Лешей Чадовым, офигенный у меня был друг, мы с ним снимали. Он мне рассказывал, какой Крым их, а я с ним в кафе в Москве ругался. Потом в кафе, в ресторане, это у меня был момент, когда вызвали милицию. Я там всех людей, чтобы ты понял вообще, что такое информационная война. Я в ресторане взял микрофон от караоке. Начал говорить, вы меня все знают. Вот смотрите, наш Крым захватывают ваши люди. И все люди были на моей стороне. Перевербовал. Да, я вообще считаю, что это наш проигрыш информационной войны. 100%. Нормальные, вменяемые 100%. русские артисты, которые за нас были, они бы там изнутри все бы это вещали. Мы сами тоже многих отвернули, а многие, как Леша, попали под это информационное страшное. А многие тебя расстроили, коллеги, которые оказались просто дураками? Первое, вышли люди с плакатами. Когда мы передали первый миллион нашим воинам на лекарства, на все, к нам обратились. Тут же мы искали выходы. Сначала, когда это все пошла мясорубка, никто не понимал, куда стучать, куда бежать. Появлялись какие-то ребята, дай этим, а кто они в масках, было непонятно. Нашли там, мне сказали, вот это точно, мы передали туда первые деньги, мы об этом сказали, где-то меня спрашивали. В общем, разошелся этот ролик. И не про деньги был ролик, а про то, как мы относимся к тем, кто захватил власть в Донецке. Об этом. И это был период, потому что мы начали фильм делать в 2012 году. Последний фильм, который мы делали с русскими коллегами, в 2012 году. А в эфир он вышел. В эфир должен был выйти. Потому что то, как он вышел, это не вышел. Он выходил в 2014.
И они вышли, значит, люди с плакатами, что я фашист-бендеровец, я кормлю этих уродов, которые убивают донецких людей. В общем, была в общем, гадкая история. Они там вышли в Москве. Да, все это, конечно, было жутко надумано и так далее. Вот. Мы были, чтобы вообще было понятно, наш филиал, это одна из немногих была компаний, украинская компания с представительством в России. Угу. Компания по производству коммерческого кино и телесериалов. Эта компания работала, у нас был офис в Москве, это все было до 2014 года. Компания наша взлетела после успеха в 2008 году полнометражного фильма. Много раз нам предлагали, кстати, разные российские компании продать там акции этой компании, но мы как бизнесмены рассуждали просто еще рано. Не стоит никого туда впускать, то есть не то, чтобы да, просто нету этому смысла никакого, ни ко времени. И мы были, считалось так, на вложенную гривну или на вложенный доллар мы были самой успешной компанией по производству коммерческого полнометражного кино на территории СНГ. Это был очень важный момент. Мы каждый год выпускали 1-2 полнометражных фильма, и на вложенный доллар мы брали, нам несли деньги инвесторы, мы брали эти деньги, мы всегда их возвращали. Вот. И поэтому мы закрыли бизнес, который приносил очень много плоды реальные. Вот я и хочу спросить, много денег потеряно в результате того, что ты себя повел как порядочный человек, вот как порядочный человек? В России много потеряно денег? Честно говоря, мне все равно на сегодня. Понятно. Да, абсолютно. Но если сравнивать обороты нашей компании, то разница вот примерно такая. Час продукта. Что в кино это другие вообще суммы. Можем про кино поговорить, я могу разложить все, потому что я в этом глубоко понимаю, очень глубоко. Вот, во всех юридических и экономических делах, в кино, сериалах. А вот в сериале на час продукта мы зарабатывали 150-200 тысяч долларов. После этого это стало максимум 30. Все понятно. Это вот такая разница. Сегодня в Россию сниматься, концерты давать тебя зовут? Да. Да. Ну, какие зовут? Зовут, я не знаю, по какой причине. У меня есть мысли, по какой Может, причине. заманить хотят? Я не знаю. Я не живу вот в этой, знаешь, в ощущении вот этого постоянного заговора. Нет, многие зовут, но сейчас я узнаю даже за рубежом. Многие зовут за рубеж выступать, и я даже узнаю там. Кто это собрались, если собрались какие-то российские олигархи, я отказываюсь. Особенно они любят в Майами позвать. И вот я ни разу... В Монако? Монако, Майами, много разных мероприятий. Да, я никуда не езжу. Я не могу. И не хочу. Я не получаю ничего. Я не получу ничего. Я не могу через себя переступить. То есть сегодня в декабре 2018 года мы можем себе представить, что придет время, когда мы будем ездить в Москву, в Россию? Я даже не знаю. У меня такая ситуация, я вам скажу честно. Вот у моей жены в Москве родственники. Сестра двоюродная, да. В общем. И были очень близкие отношения были. Да, все. Ну, понятно, что они из Кривого Рога, они уехали, там еще там работа давным-давно и так далее. Но сам факт, что они москвичи. И их поколение, они москвичи. И вот как-то это близкие, очень близкие родственники моей жены. И как-то, по-моему, был какой-то, в общем, праздник, они звали, я, конечно же, не поехал. Свадьба была, да. Поехал отец моей супруги, и окончательно разругались. Поругались просто, и было очень неприятно. И это очень неприятно. Почему? Потому что любой разговор уже сегодня, вот такое неприятное отношение людей друг к другу, так это на уровне родственников. Это вообще посмотреть, что произошло. Что произошло. Близкие люди
Рассорились. Никто туда теперь не ездит, никто ни с кем не общается. Они даже, ну так они там перезваниваются и так далее. Это не ненависть. Нет, они же все равно родственники, все равно, что там у них кровь и так далее. Это на уровне, а не о чем говорить. Нет общих интересов. Нет ощущения, что когда мы вместе, мы счастливы. Нет ощущения. Хотят забыть все, что было до этого. Вот такая история. Вот такая конкретная история у нас сегодня. Такая в головах пассивно. Они уверены, да давайте дружить, да все нормально. Ну Крым наш, ну да не хотим слушать. Мы вас изнасиловали, ну давайте да, дружить. И они ни при чем, они просто смотрят телевизор. Угу. Конечно, я надеюсь, что когда-нибудь эти телевизоры начнут вещать уже как бы в нашу сторону, в конце концов. А я считаю, что это все-таки, пускай, давайте так говорить, в сторону справедливости. Да-да. Да. И все выйдет на свои, все станет, расставятся все точки над «и», на свои места все вернется. Я очень на это надеюсь. Ты выступал против запрета на въезд в Украину российских артистов. Да. Почему? Во-первых, мы не должны быть мы выше. Даже в этой войне мы выше, мы на своей земле. Захватили нашу землю. Крым – это наша земля. Секундочку. Но это не значит. Тогда не въезжайте. Мы выше этого. Раз. Второе, то, что я говорил, я глубоко понимаю, что такое информационная война. Угу. И что такое информационная политика в стране. Глубоко понимаю. Ее нет, правда? Совершенно верно. И это работает нам в минус. Почему? Макар, Ахиджакова, да сколько их можно перечислять, таких очень много людей. А знаешь, сколько людей, театральных актеров, которых мы по телевизору не знаем? Они там в театр ходят и говорят, ну это кошмар, особенно в Питере. Ну это кошмар, ну как мы можем, мы хватаем, это культурная прослойка. Вот они, не украинцы, они проукраинские. Они ходят, что ж мы их, подождите, не надо обрезать своих фанов, не надо обрезать союзников. Мы в войне должны искать союзников. Вот и все. Поэтому я был против. Я сказал выборочно, понимаю. Кто появился по телевизору, и он сказал какие-то гадости, ну, пожалуйста, конечно, не вижу. Или пострелял чуть-чуть да в это сторону. Вообще, да. Это вообще кошмар. Он про меня там, я потом сказал это официально, он про меня, когда у нас была там премьера фильма, вот это они с плакатами шли, он же там был один из них. Да? Да, он говорил, ну давай, приедь сюда. Ну, да. Что-то он там рассказывал, да. Больной на голову человек абсолютно. Дурак просто, да? Ну как можно вообще стрелять? Вообще, как можно стрелять в людей? Раз. Как ты, публичный человек, можешь стрелять в людей? Два. Как ты можешь в людей стрелять, которые тебя понимают? Ты же жил тут, ты сюда приезжал. Разве не ты приезжал сюда с Константином Хабенским, да. играли вы спектакли? Это кто тебе, украинцы тебе хлопали? Или кто тебе тут? Сидели тебе, плевали, бросали помидоры? Нет, покупали билеты. Ты тут выступал. Так что теперь? Ну, это вообще ужас. Володь, какой самый большой... Я всегда расстраиваюсь. Какой самый большой гонорар, от которого в силу разных причин ты отказался? Самый большой гонорар? Самые большие гонорары пошли именно после всех этих событий. Предлагали полететь, проводить какие-то большие мероприятия в Москву. И сколько предлагали? Ну, это нет даже смысла об этом говорить. Астрономические цифры. 250. 250? Да. И отказался? Ну, конечно. Ну, ты что? Нет, ну это вообще... Папу вспомнил. И папу вспомнил, и я уже все-таки уже взрослый, я уже воспитываю детей. В общем, как-то надо... Сколько сейчас стоит корпоратив, который будет вести Владимир Зеленский? Ну, я, честно говоря, я так не люблю эти темы. А мне не стыдно сказать. Я сейчас все скажу. Я просто хочу объяснить свою позицию. Я всегда не распространяюсь про это. Мне очень стыдно. Ты же не крадешь из бюджета. Не, ты же зарабатываешь своим интеллектом. Люди настолько нищие, понимаешь, когда они едят. Я понимаю, что я к ним ни при чем. Пусть станут такими. Да, все. И будет хорошо. И я себя убеждаю. И я считаю, что да, я ничего не украл, я в государстве я никогда не работал, я платил налоги. И да, мне очень не хочется их, скажем так, дразнить, что ли. Им и так тяжело. В основном мы выступаем, 20 тысяч евро стоит выступление «Квартал».
Гонорары вы делите поровну или по-честному? Когда вы выступаете? Есть разница? Нет, мы делим по-честному, и это не совсем поровну. Объясню. Хорошо сказал, как. Объясню. Да. Вот, допустим, вот хорошо, тут нужны точные цифры, тогда все поймут. К примеру, компания продает, а почему я говорю продает, потому что в компании у нас несколько разных форм, много артистов. Допустим, компания «Квартал 95» продает артиста «Вечерний квартал», нашу группу. Продает за $20 тысяч или 20 тысяч евро на концерт. Как происходит вообще схема? Значит, половину суммы получают актеры. Актеры получают равную долю. И если ты в их числе? Все актеры получают равную долю. Дальше. Я объясню, где я больше зарабатываю. Интересно. И будет понятно. Авторы. Мы всегда платим авторам, которые писали эти скетчи. Все наши авторы, которые у нас работают. Их много, кстати? Их очень много, и они добавляют. Они могут от каждого концерта по чуть-чуть. Они все акционеры наших концертов. Это десятки людей? Это десятки людей. Ух ты. Это десятки людей. Значит, и вот один из авторов, я главный автор в студии «Квартал 95». Я получаю 2 ставки. Я получаю ставку автора и ставку актера. Я всегда получаю в 2 раза больше, чем любой актер студии «Квартал 95». Если мы ведем мероприятие, и мы ведем, допустим, втроем, я получаю в 2 раза больше, чем любой из актеров. Это такой у нас закон. Причем закон этот, я вам скажу, когда появился. Это не мой закон. Закон этот принят командой КВН 95-й квартал, принят до 2000 года коллективом 95-й квартал, так как и тогда... подписан президентом. Президенты меняются. Так что подписан дружбой. А закон остается. А закон есть. Мы работаем в рамках этого закона, потому что тогда, когда мы играли в КВН, я был одним из И проценты авторов. ни разу не пересматривались? Нет. Проценты пересматриваются с точки зрения актеров. Актеров может быть 5, тогда Все эта понятно. половина 10 тысяч поделилась на 5 человек. Могло быть 3, могло быть 2, могло быть такое. А может быть 10. «Квартал» до сих пор одна семья, да? Да, конечно. Фантастика. Одно время журнал Forbes называл тебя самым богатым шоуменом Украины. Да. Это соответствовало действительности? Думаю, что нет. Я думаю, это соответствовало действительности с точки зрения налоговых деклараций. А много Объясню. приписывали они вот денег? Не, я хочу объяснить. Да. Они писали, конечно же, суммы, которые заработал коллектив, а не я лично. Но тем не менее, надо отдать должное, я точно знаю, это еще во времена бывшей власти, они обратились к нам и сказали, мы хотим Володю разместить на обложку, налоговой сначала, по-моему, сначала налоговая вышла газета, потому что больше всех из всех артистов Украины, больше всего налогов заплатил я. Я заплатил налоги, как «Квартал 95», просто потому что мы очень много работали и действительно очень много зарабатывали. Вот. И, конечно же, я мог опубликовать такие налоги, потому что мои большие заработки были, конечно же, от продажи прав. То есть я являюсь правообладателем. Это другой вопрос. Ну, там, один из примеров, мы можем об этом говорить, опять же, долго, экономически и так далее. Один из примеров «Рассмеши комика» программы, которую я придумал. Я получаю авторские права из 21 страны. Класс. Класс. 21 стран. Да. Плюс в разных юрисдикциях. Плюс кино. В разных юрисдикциях, плюс кино, допустим, «Слуга народа». Тут я не один обладатель, там нас несколько обладателей авторских прав, кто придумал «Слугу народа». Вот, там Netflix продажи, Америка, очень много. Но «Слуга народа» ты один. «Слуга народа» я один, но нас много. А ты богатый человек сегодня? Да, конечно. Абсолютно. У меня все есть. Ты помогаешь родителям? Ой, это же надо, чтобы папа не слышал. Да. Но надо, чтобы он не знал. Не, ну он, конечно, знает, что я немножко помогаю. Вот, да. Я помогаю, я стараюсь
Стараюсь, но они очень сложно. Они не берут от меня деньги, я как-то через подарки, я привез, Папа меня, кстати, очень сильно, мы с ним ругаемся. Сейчас мы там месяц не разговаривали с ним очередной раз. Боже. Да, у нас такая история. Ну, как, я приезжаю, я купил ему, это было там где-то лет 5 назад, я купил ему машину, Хонду. Он ездил на Ланосе. Ездил много лет. Я купил ему Хонду. Говорю, слушай, у меня есть деньги. Послушай меня, пожалуйста. Я тебе купил Хонду, ты мой папа. У тебя юбилей. Я хочу тебе подарить это. Ничего не вышло. Я уехал с этой машиной. Тургенев, отцы и дети. Да, это кошмар. Я считаю, что он не прав. Ты вообще не прав. Вот я с тобой не разговариваю сейчас, но буду разговаривать. Правда ли, что в 2014 году поздним вечером на Киевской набережной тебя зверски избили, после чего ты оказался в больнице с множественными гематомами? И множественным количеством ранений. Нет, конечно. Меня никто не трогал. Меня никто не избил. Со мной еще надо справиться, Дима. Это все такая история. Опять-таки ходили слухи, что якобы какой-то человек там оказался, пригрозил хулиганам, они разбежались, и ты этому человеку, после того, как избили, ты этому человеку подарил $50 000. Все вранье. Все вранье. Все вранье. Это вранье. Хорошо, с надеждой спрашиваю я, но хоть внедорожник твой в 2014 году подожгли. Да. Было. Конечно, это так звучит. С надеждой спрашиваю я. Хоть это, да. Но ты не участвовал. Нет. Да что, я шучу, Дим. Конечно, да, было дело возле Палаца Украины. Есть даже, по-моему, в палате есть видеозапись, да. Кто-то бросил бутылку горючей смеси на крышу автомобиля. Нас в машине не было. И кто это, до сих пор неизвестно. Нет, не знаю. Дальше я процитирую Антона Геращенко. Да. В 2015 году МВД обезвредило 7 членов преступной группировки, готовивших акты насилия в отношении Владимира Зеленского и членов его семьи. Что это было? Я слышал, я был в милиции. Мне говорили ребята, милиционеры, полицейские. Они показывали мне, что есть какая-то история, связанная с покушением на тебя. Ну, и мы боимся представить, что может пострадать и семья. Вот. Я был в полиции, мне показывали, значит, там много всего, какие-то данные, переписки, как они друг с другом соединяются, как они готовят, у них какой-то план. Я не знаю до конца их план. Они готовили что-то. Я так понимаю, что они готовили и какая форма этого покушения. Я думаю, что она... мне она неизвестна. Я не думаю, что они признались. Мне сказали, что они их обезвредили. Я не видел этих людей. Я не видел их, не слышал их ни до этого, ни после этого. Ты испугался? Я живой человек, конечно. Я вообще боюсь потерять жизнь. И я, конечно, боюсь за свою семью. Чуть больше за семью, чем за себя. Да, и то это на уровне просто инстинкта. Мы хотим жить. Вот и все. Охрана у тебя есть сегодня? Да. Это много людей? Достаточно. Мне пришлось взять охрану. Я, как бы это ни было, и в этом и ответ, наверное, именно после тех событий. Разговоров о том, что ты идешь в президенты, очень много, их становится все больше. Да. Причем многочисленные рейтинги составляются разными социологическими службами. Ты веришь в эти рейтинги? И агентствами, сейчас скажу. И в них ты уже второй, а в некоторых уже и первый. Верю ли я в них? Теперь отвечаю, да, верю. И объясню, почему верю. Потому что я очень много езжу по стране с творческими вечерами и провожу голосование там. Мы играем в игру. Да, я видел, кстати. И ты практически везде первый. Вот только позавчера в Киеве был вечер, ты там второй после Анатолия Гриценко с незначительным перевесом, он победил. Нормально. Да, но насколько я понимаю, насколько говорят рейтинги, сегодня есть 3 человека, которые могут войти во второй тур. Это ты, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Скажи, пожалуйста. Гарант действующий может же войти. Гарант пока не входит в эту тройку, да. Может, он рванет Но еще. он человек цепкий. Может, он что-то придумает еще креативное. Только кроме военного положения. Да. Поэтому вопрос. Это называется «Пока без меня женили». Ты же нигде не заявил, что ты идешь в президенты. А ты идешь, ты определился? Я об этом думаю. Очень думаю. Склоняюсь. Рано об этом говорить. Но склоняешься. Я думаю, что может быть, да. Может быть.
Действительно, я об этом очень серьезно думаю, очень много. Я об этом много говорю с семьей. Для меня их мнение очень Семья важно. против, да? Тут такая ситуация. Они очень боятся по поводу меня, потому что они глубоко понимают, что я за человек. Глубоко. Они понимают, насколько я остро, крайне, радикально справедлив вот ко всему. Я вот понимаешь, да, я копаюсь. В салате оливье это тот человек, который может найти, что там. Ты ищешь докторскую колбасу? Да. Очень давно. И я такой человек. Я буду до конца стоять, понимаешь? Они очень переживают из-за моего вот этого внутреннего ощущения. Потому что, я тебе объясню, потому что в любую ситуацию, в которую я попаду, в любую ситуацию, я всегда буду думать о том, а когда я выйду из этой ситуации, что будет со мной? И поэтому я как минимум хочу выйти из этой ситуации таким же, как я вошел. Для меня это важно. Я имею в виду отношение людей ко мне, потому что все, что у меня есть, понятно, что у меня есть деньги, понятно, что есть недвижимость, понятно, что у меня есть бизнес. Но главное, это кто ты. Я внутренне себя не хочу потерять. Я хочу, чтобы меня уважали люди, потому что это приятно. Это просто приятно на уровне физическом. И за деньги же не купишь. Да, это невозможно. Поэтому я никогда не пойду ни на какие условия, чтобы потерять свою честь и достоинство. Никогда. Поэтому они и боятся. Потому что иногда там можно, знаешь, чуть-чуть там вилянуть, там хвостом как-то туда-сюда, вот, и так далее. Знаешь, они меня спрашивают по поводу партии, вот, к примеру, тебе партия «Слуга народа». Вот вы организовали сейчас, ну, там, начинаем, мы подбираем там людей, там будем ехать по стране, ну, придет к этому, там, осенью выборы, и найти очень хочется порядочных людей. А представь себе на секунду, Вов, что ты завел людей туда, да? Понятно, что есть критерии, что они никогда не были в политике, и понятно, что я их буду 10 раз с ними говорить, смотреть, и, ну... Но это же люди. Ну, это же люди. Вот представь себе, что ты завел туда людей, и они оказались людьми, ну, такими, как, скажем, я не хочу сказать плохими, хорошие, все, ну, такие приживальцы. Ну, представь себе, что ты будешь, вот что с этим делать? Убрать полностью. Ты что, я похороню эту партию? Тут же, в один момент. Если не будет возможности поменять одного, второго, третьего на других трех, 100%. Я никогда не буду заниматься этим. Никогда. Это правда, что уже для твоей президентской кампании предвыборной заготовлен лозунг «Я не шучу»? Брехня. И я сейчас не шучу. Вот мне приходится слышать. Одни говорят, дожились, уже в президенты идет клоун. Да. То есть такого еще не было. Другие оппонируют им, говорят, ну зато вдоволь поржем. Да. Третьи говорят, зато новое лицо и не самое плохое. И после трижды судимого и дважды сидевшего Виктора Федоровича Януковича вообще, я говорю, президентом может быть любой. Чем Зеленский хуже, чем те, кого мы уже видели? Логично? Нет. Нелогично. Почему? Объясню. Значит, сама формулировка, Дим. Угу. Я есть я. Меня нельзя сравнивать с зэком или каким-то коммерсом большим, или еще людьми какими-то. Я есть я. Я не собираюсь, понимаешь, я не готов сравниваться. Я и в спорте, я был не готов сравниваться с третьим местом. Сравнивайте меня с первым местом, пожалуйста. Сравнивайте меня с серьезными какими-то людьми, которые что-то сделали хорошее. Мне не надо сравнивать с людьми, которые делали все, чтобы уничтожить нашу страну. Я себя в этом нигде не показал пока и не был запятнан. Хорошо, плохо ли или хорошо ли, что артист, клоун, я никогда не назову тебя клоуном. Да ничего страшного. Чарли Чаплин считался величайшим клоуном и гений, больше сделал. Гений, да. Гений и боролся с фашизмом, как мог, между прочим. Плохо ли или страшно. хорошо ли, что артист идет в политику, в президенты? И если ты станешь президентом, чем ты Украину и мир удивишь? Плохо ли, хорошо ли? Решаю точно не я. И точно мое мнение никак не повлияет на людей. Люди должны выбирать, кто им нравится, кто по душе и так далее. Ничего не бояться. После всего, что у нас было, и после всего, кто у нас был, не надо бояться. Я так назову. Главное – пойти на выборы. Это точно важно, чтобы потом плюнуть в лицо
тому человеку, которого ты выбирал. Имеешь право. Но если ты не ходил и не выбирал, то рассказывать, какой я клоун и кто я такой, сидя вот с такой, извини меня, жопой на диване, вместо того, чтобы работать, потому что вот на такие посты, извините меня, времени надо иметь. И чем больше пост, я всегда говорю, тем больше у тебя задница. Это жизнь отдать надо просто. Да, понимаешь, это если твоя профессия, значит тебе либо за нее кто-то платит, что ты меня там оскорбляешь и так далее, либо ты бездельник, ничего из себя не представляющий. Ты не патриот, иди плати налоги, патриот. Вот это да. Да. Поэтому плохо ли, хорошо ли, пусть решат люди в конце концов сами. Я могу сказать, я думаю, что если я бы пошел, и если я пойду, а может быть точнее, если меня выберут, я буду таким человеком, которого будут сначала обливать грязью. Это то, что происходит, я уже это чувствую. Затем научиться уважать. А потом, потому что мое мнение, что президент может быть максимум 5 лет, я могу объяснить свою позицию. Да, я согласен с Да? вами. Вот, а потом будут все плакать, когда я уйду. Это мое личное мнение. Потому что ты должен жить по совести просто и поступать, и быть просто нормальным, справедливым человеком. Не лезь, там люди сами без тебя подымутся. Просто не мешай. Не мешай. Да. Просто не мешай, да. Это лично, это может там звучало сейчас пафосно, я прошу прощения. Но я так считаю, что всегда нужно. В любое дело, которое я заходил, я помню, и с каналом было, когда мы заходили, не я, а мы с ребятами, так точнее, наверное, сказать. То же самое было. Мы расставались, мы когда уходили, все говорили, ну как же, ну как это? А когда мы зашли, со мной вообще боялись, никто не разговаривал. Пришли какие-то. Кто вы такие? С 6-й кнопки 1-я кнопка. Вот кто мы такие. У тебя есть желание, как у человека, который любит свою страну и который хочет жить в своей стране? Да. У тебя есть желание, чтобы, например, напротив Бессарабки вместо декоммунизированного памятника Ленину когда-нибудь поставили памятник тебе? Нет, мне это... Я точно не хотел бы это видеть. Если я бы туда не ходил и не ездил бы, кошмар. Но в городе Кривой Рог, маленькая улица, где я родился, я бы, наверное, в будущем хотел. Главная на сегодняшний день проблема для Украины – это война. Сможешь ли ты ее закончить, если тебя изберут? И если да, то как? А давай порассуждаем. Да? А какие есть пути? Вот сколько ты читаешь, видишь, а какие вообще есть формы? Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной я вообще против, потому что я такой человек. Я, может быть, там жесткий как руководитель в квартале, но я очень либерален. Я считаю, что вообще вся эта тема, все эти куски земли, это все про человеческую жизнь. Вообще все. Поэтому я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель. Сохраним людей. Поэтому любой вариант, мы туда пойдем, армия, я убираю это. Экономику строить, правда? Раз. Второе, придется говорить. Ну, придется говорить, мы хотим, не хотим, через себя, хоть чертом лысым, готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну. Ну, по поводу говорить с чертом лысым. Да. Ты представляешь себе переговоры в формате Путин-Зеленский? С русскими. А я не думаю, что он только один. Я думаю, что есть группа, группа наших людей из Украины должны встречаться с группой людей из Кремля, потому что же, они же поставили этих в ДНР, в ЛНР. Какой смысл с ними говорить? Если бы те решали, надо было с теми говорить. А так, какой смысл? Надо говорить с этими. Ну, с чертом лысым ты представляешь переговоры? Легко. Ну, а чего? Как бы вы сели поговорить? Да надо говорить все очень просто. Что вы хотите? Ваши условия. Чего вы к нам пришли? Написали пункт. Что надо? Что надо, ребята? Вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты. Честно говоря, мир-то надо на наших условиях. Потом сказал, смотрите, а вот наши пункты. Где-то посередине бы сошлись. То есть что-то пришлось бы отдавать, уступать. Очень просто решить, что. Очень просто. Не решай сам. Не делай никогда из себя, я сам с собой всегда так говорю, не делай себя самого умного. Всегда найдет самый умный. Всегда найдет человек профессиональнее тебя. Возьми этот список. Выступи по телевизору, где разговор Ты бы смог объяснить людям? 100%. Люди, вот смотрите, я с ним говорил, вот список. Класс. А вот наш список. А вот они идут на это.
А дальше люди, я вам дальше говорю, я считаю, что надо так, но, как и выбор президента, все решение на вас. Вот вам референдум. Не хотите, нам бы сказали, да там через депутатов, пока ты проведешь референдум, да все просто. Да не надо мне через ваших депутатов. Нам надо решить вопрос, да. Депутаты, не хотите референдум, не даете нам эту возможность, гуляйте. Онлайн, по телевизору. Ребята, нам надо хотя бы знать результат, что думают люди. Люди тебе голосуют. Однозначно за, однозначно против не будет. Но будет какая-то история. Утвердили список и пошли жить. Ты сейчас говоришь такие правильные вещи. Вот я подписываюсь под каждой. Скажи, почему Петр Алексеевич не делает этого? Я не знаю. У меня нет ответа. Я же тебе сказал, я пошел на хороший фильм, а попал на средний. Я так считаю. Я думаю, что он очень умный человек, который большую часть времени тратит на другие дела. У меня такое есть уважение. Это, я считаю, очень уважительное к нему сейчас объяснение. А с Трампом свои переговоры ты можешь себе представить? Ну, мы же из одного бизнеса. Думаю, вообще, да. Будет легко? Слушай, мне очень интересно говорить с интересным собеседником. И я всегда себе представляю, что любому человеку наоборот, если рядом с тобой сидит не пустозвон, а нормальный человек, можно говорить. Ну, можно говорить. Меня спросили как-то, ну хорошо, вот Зеленский, если пойдет президент, а кто его команда, где он людей возьмет? Я сказал, ну как, у него уже есть команда, 95-й квартал, всем место найдется. Если без шуток, у тебя есть люди на ключевые посты? Вообще, главная команда, ты же знаешь какая, да? У нас всегда было так. Главная команда не воровать. Это самое главное. На ключевые посты, так вот просто по щелчку. У меня есть несколько сотрудников, их немало, которые занимаются там юридическими крупными вопросами нашей компании и финансовыми вопросами. Они профессионалы, они офигенные. Конечно, я бы очень хотел, они всегда рядом со мной. Вот. Но я считаю, что мы живем в Украине. И какая проблема сегодня во Львове или в Харькове, знают люди, которые оттуда. И мне кажется, что привлекать команду нужно отовсюду. Из каждого города. Нету такого. Пришли криворожские, были донецкие, да, не придут винницкие. Нет, это бред. Ну как? Иначе ты не сделаешь справедливым власть и сильной власть. А ты же не будешь услышать. Он тебе всегда человек скажет, что ты сделал. Да, ты знаешь, что во Львове на улице говорят? Нет. Так я тебе скажу, я оттуда вышел. А ты по-другому, а ты не справишься по-другому. Должна быть интернациональная команда. Но я считаю, что они должны быть все граждане Украины. Это важный момент. Вот мне кажется, что у действующей власти была нормальная идея. Идея взять там западных технократов, да. Незамазанных, это да. Вот. Она не получилась, потому что мне кажется, я им не советчик, они большие умы, я так не глубоко в политике, как они, но мне кажется, что не те посты. Надо давать всегда таким людям вторые, третьи посты. Или советникам. Правильно. Почему? Первый пост, слушай, давай честно. Вот так вот честно. Что про войну может говорить человек, если в его город гробы не приезжали? Что он может сказать? Ничего. Он должен это глубоко прочувствовать. Такая же история с экономикой. Я приехал сюда, я поработал качественно, мне важна репутация, я там из Франции или откуда, но я уехал. А этим всем тут жить, им всем поколениям. Поэтому советники, да, нормально, и это классно. И они будут теми самыми предохранителями. Вот там он второй или третий человек, он стоит там в Министерстве экономики, он будет смотреть, он всегда скажет. Его публичное мнение все услышат. Не все так просто. Президентские выборы подразумевают телевизионные дебаты. Да. И трижды генеральный прокурор Украины Святослав Михайлович Пескун сказал, что все бы отдал, чтобы увидеть телевизионные дебаты Зеленского и Ляшко. Понятно. Ты себе представляешь эти дебаты? С Ляшко? Да. Ой, с Ляшко вообще, да. Мне кажется, и кто кого? Никто Смотри, никого. секунду. Шахматы Дима, играли. Пожалуйста, выбирайте позы. Кто кого в дебатах, я имел в виду. Да. Слушай, лишь бы никто вокруг не пострадал, когда двое, знаешь, как двое ссорятся, страдает весь народ. Поэтому, честно говоря, да люди посмотрят, увидят. Я думаю, что позиция того, кто не был, и позиция того, кто был в политике, смотря как посмотреть, с какого ракурса. Все же сейчас обсуждают, что
человек в политике, а я человек не в политике. Что я могу знать? В этом и большое преимущество в любой войне, в любых дебатах, в любом споре. Я не был, да, я не боюсь проиграть. Скажи, а если будут твои дебаты с действующим президентом, они закончатся плачевно для Петра Алексеевича, на твой взгляд? Он же тоже говорить может. Он прекрасно говорит. Я не Вы, по-моему, с ним тоже из одного бизнеса. Он актер прекрасный. Потрясающе. Но я не знаю, в нашем бизнесе я не видел у него заслуг больших, вот, в телевизионном. Я не уверен, что у нас получится диалог в каких-то дебатах. Я думаю, что это будет его монолог, а потом будет мой ответ. Но обижать себя я никому не дам. Это однозначно. Какая, на твой взгляд, модель управления должна быть в Украине? Тебе не кажется, что президенты Украине вообще не нужны? Ну, есть такое предположение. Я не очень с этим согласен. Потому что пока у нас не чистое правительство. Было бы чистое правительство, я бы сказал, конечно. Давайте премьер-министр, давайте не морочить голову. Мы дали полномочия, мы выбрали премьер-министра народом. Да, мы сейчас про эту модель. Пускай он разберется, но не мешать. Он создал свою команду, он несет ответственность за 5 лет или сколько там, да, в общем, будет. 4, 5, 6, разные есть модели. Ну, у нас 5 лет. Пусть он несет ответственность за эти 5 лет. Да, но слишком гнилая система, чтобы дать полную политическую диктатуру, можем получить в одних руках. Поэтому я считаю, сейчас не время. Надо почиститься, потом можно перейти к этой модели. Я действительно считаю, что раздвоение власти это все-таки демократия в нашей стране, но и мешает сосредоточиться на деле, потому что все эти плоскости обладают своими политическими желаниями, хотелками. И начинают скандалить. Вот. Рада у нас же парламентско-президентская республика. Да. У нас почему-то президент очень имеет много полномочий, которых у него нет просто. Ну, мне так кажется. Ну, то, что написано. Вот. Меняем парламентское, президентское. От этого же ничего не поменяется, ты же знаешь. Валерий Васильевич Лобановский, он потрясающий был человек. Не просто гениальным тренером, да, он был гениальным психологом. И я очень много получал от него таких вещей, которые мне очень пригодились в жизни. Конец 80-х. Закончился матч, как всегда, очень важный, «Динамо Киев-Спартак». «Динамо» победила. И мы стоим внизу в мавританском дворике, подошли московские журналисты, они говорят: Валерий Васильевич, ну что вот у вас за игра? Бей, беги, атлетизм, длинные передачи, прорывы. «Спартак» — стеночка, красота футбола, эстетика. Валерий Васильевич сказал: результат на табло, и показал пальцем. Точно. Говоря о результате на табло, Михаил Саакашвили мне говорил, что когда он пришел в Грузии к власти, да, о результате на табло мы можем сказать по Грузии после Саакашвили. Легко. Я там был, конечно. Да, я был и до, и после, и во время, и все видел своими глазами. Когда он пришел, капитал руководителя грузинского телекома, президента, который был зятем Шеварднадзе, составлял $250 миллионов. Когда Саакашвили уходил, больше, да, его капитал был уже миллиард. Увеличился мультипликатор. Произошла капитализация страны. Вот. Для тебя капитализация страны Украины – это что? Ну, капитализация нашей страны – это, прежде всего, это люди. Я очень хочу, чтобы люди, как у нас есть такое выражение, я его очень люблю, чтобы украинцы трішечки заплыли жирком. Немножко жирка, чтобы, знаешь, чтобы вот эта вот тема на черный день, вот это вот, чтобы чуть-чуть отошло, чтобы вот это потом вся эта культура, субкультура, которая появилась нищеты, чтобы она удалилась. Вот просто. Я бы очень хотел, чтобы мы вкладывались в наших людей. А это, офигенная молодежь, которая уехала по IT-путевкам, я это так называю, это наша капитализация, мозги и так далее. Давайте честно. Что у нас сейчас? Появятся там нефтедоллары огромные. У нас что, сейчас вдруг вырастут предприятия за один день? Нет. Но люди очень умные у нас. И первыми всевозможными шагами нужно сделать, чтобы все эти люди, все наши зарубежчане, чтобы они все вернулись сюда. Неважно, с деньгами они вернулись, чтобы они все вернулись и начали работать на эту страну. Поддерживать маленький бизнес, средний бизнес. Вот. И вот этими людьми, вот что я имею в виду, с жирком.
Это капитализация нашей страны. Ну, конечно же, хотелось бы проговорить с товарищами из большого бизнеса. Очень хотелось бы. О разговоре с товарищами из большого Да. бизнеса. И президентом, и бывшим, и нынешнему, и олигархам нашим крупнейшим я всем глаза в глаза говорил о том, что и реформы, и борьба с коррупцией зависят от политической воли первого лица. 100%. На мой взгляд, человек, ставший президентом, должен на второй день собрать всех На олигархов. первый. На первый. Да. Собрать Если всех немного олигархов. выпьешь в первый день. И сказать им: ребята, Да. у вас уже из горла лезет. Мой Хватит. план хватит. Оставляем вам все, что вы накрали. Вот просто, может, 5% снимем за легализацию. О, Бюджет. все оставить так тоже нехорошо. 5-7. Даже в гости приходят, приносят бутылку. 5-7 снимем, но вы легализованы. Да, И начинаем жить по правилам. Да. И я, и вы. да. И кто нарушит правила, извините, я вас тюрьму. предупреждал. Так нормально. И надолго. Да. И большие зарплаты чиновникам, и депутатам, и министрам. И погнали. Готов ли ты к такому разговору с олигархами? 100% готов. Я думаю, что у них нет другого выхода. Если они хотят, чтобы Да, капитализировали... многие говорят, что мы готовы. А я уверен, что Мы готовы к правильным Я играм. уверен, что они готовы. Мы не верим просто тем, Но я, кто сейчас я предлагает. считаю, что еще есть пару моментов. Так как я глубоко, опять же, понимаю, что такое информационная политика, мне кажется, что существует еще 2 шага. И они тоже на это пойдут. Их капиталы безопасности, понятно, что законодательно нулевая декларация. И не только им, потому что мы с тобой перечисляем 5-10 Да-да. человек. А таких Да-да. людей у нас очень много, Да. которые много заработали. Неважно, 10 тысяч долларов прятал в банке, 300 баксов заплати свои 3%. Нет проблем. Это нормально. Ко всем эти правила одинаковы. Единственное, я не уверен, что эти правила правильные, применимы к чиновникам. Я не уверен. А чтобы лучше шли в чиновники, надо же им платить? Нет, я имею в виду нулевую декларацию. Понятно. Я не уверен, Понятно. что это правильно. Почему? Потому что это, конечно, можно дать человеку, но и как только он опубликует эти цифры, я думаю, что люди его вынесут, несмотря ни на закон. Да, вот. Так вот, по поводу информационной политики, я в этом глубоко уверен, что не могут большие финансовые структуры, это не важно, олигархи они, не олигархи, любые бизнес-структуры влиять на политику страны. Не могут и не имеют права иметь своих депутатов, но не имеют права. Я считаю, что об этом надо договариваться и отделить все-таки, вот даже то, что я делал на Интере, отделить редакционную политику от бизнеса. То есть они не имеют права влиять на редакционную политику новостей. Да, это их частная собственность. Никто не имеет права забрать их частную собственность, каналы и так далее. Но влиять на новости, влиять на журналистику они не должны. Потому что, когда оно вот тут лежит, все равно руки чешутся. Все равно руки чешутся. Поэтому, вот, мне кажется, вот это 3 главных базиса, с которыми можно с ними договориться. Я уверен. Подписать бумагу. Причем эта бумага должна быть подписана открыто, публично, по телеку, Перед камерой. по их же телевизорам. И показать, и все будет нормально. А я думаю, что это, кстати, к части капитализации. Я думаю, они-то финансовые гуру. Да. Они-то понимают, что их завод Их сегодня... 3 будет 12, если все будет спокойно в стране. Так и есть. А сейчас ничего не стоит. И они это понимают, и они это считают. И они могут посчитать, это очень просто считается. Их 3-5%, но я думаю, что тут зависит от суммы. Там, я думаю, что их можно нагрузить. 7-8 туда можно их, да. Помогут стране, ничего страшного. Какая языковая политика, на твой взгляд, должна быть в Украине? Мы живем в Украине. Украинский язык – эволюционный процесс, который происходит. И для меня всегда вопрос языка был вопросом просто времени. Я считаю, что не надо никого ломать, как когда-то выжгли украинский язык просто с этой территории. Да мы не должны выжигать тех, кто говорит на других языках. Ну, не имеем права. Ну, просто. Просто это неправильно. Они же украинцы, в конце концов. Ну, в конце концов, они украинцы. Во-вторых, у нас в Конституции все написано. 10 статья. Мы уже знаем про язык уже все. 10 статья, там написано, пожалуйста, конечно, державна мова українська. Мы в Украине, все нормально. Все знают украинский, все должны его знать. Ну ничего, на Востоке, мы не знаем, выучат, на суржике говорят, ну не будем же мы узаканивать суржик, нехорошо это. Ну и все, будет украинский язык, а есть украинский язык, державна мова. А говорите как хотите, я так считаю. Верующий ли ты? Если да, какой веры придерживаешься? Вообще,
это для меня такой вопрос, наверное, самый интимный. Я говорю с Богом отдельно, без посредников. Это мое личное, внутреннее. Я, честно говоря, для меня это... Я не хожу к психологам. Для меня это лучший психолог. Я говорю, я не готов этим ни с кем делиться. Вот. Я не хожу в церкви, в синагоги, в мечети, я никуда не хожу. И не адвентисты седьмого дня. Точно, не баптисты я никакой и так далее. Да, конечно, я везде был, и везде ходил. Да, жена моя крестила ребенка, понятно. Я ж, мы все здесь живем, все нормально, мы все люди. Вот. Но мне кажется, что это такое личное, и каждый человек ходит не в церковь, человек ходит к чему-то. Кому-то нужен батюшка, просто поговорить. Просто человеку надо исповедаться. Ты сам себе батюшка. Да, я говорю, у меня есть моменты. Я такие буду вещи говорить, которые когда такие секреты, когда моя дочь была маленькая, я говорил с Богом, когда она спала. Она спала, я вот на нее смотрел, и я говорил о своих проблемах. Да, вот сейчас у меня есть маленький сын. Вот проблема, сын вырастает, надо еще кого-то, то с Богом не поговоришь. Что ты думаешь о Томасе? Томас это не имя. Я понимаю, не Томас Сойер, я все понимаю. Томас, слушай, я вообще сегодня отношусь, все, что мы получаем в Украине, вот все, что мы свое получаем, уже хорошо. Я так считаю, что не отдаем, уже хорошо. Это же прибуток. Конечно. А мы сейчас не должны ничем жертвовать. Дали нам, спасибо. Спасибо большое. Вопрос, как это подается, вопросы у меня есть. Как ты относишься к декоммунизации, к сносу памятников и переименованию улиц? Только замена. Потому что я считаю, что декоммунизация – это бартерная ситуация. Сношу памятник, допустим, Ленину, да, хочу убрать Ленина и поставить того, кем будут все гордиться. Вся страна. Это называется литературные герои. Это точно не политики. Вообще я не хочу про это даже вообще рассуждать, потому что это жутко. Не надо накалять страсти в разных регионах нашей страны. Поставьте литературного деятеля. Что вам мешает? Булгаков. Кто? Украинец. Лишний раз хотите утереть соседу нос, поставьте Гоголя. Они же говорят, что он русский, а мы говорим, что он украинский. Поставьте, где он. И я считаю, что это правильно. А вообще, есть такой момент, я даже думал, мы когда поубирали всех Лениных, мне кажется, что одного Ленина надо было оставить, вызвать офигенных мастеров, благо у нас в Украине достаточно, сделать офигенную из этого скульптуру, там вокруг колючей проволоки, очень круто это сделать. Момент тирании, и мы должны ходить и это помнить, потому что я объясню свою позицию. Мы когда говорим, мы хотим стереть все из памяти, что у нас было, я говорю, секундочку. То есть, когда мы с немцами говорим, что фашист и фашизм был у вас, Гитлер это ваше. Да, они говорят. Да, или они говорят, мы не знаем такого. Это было тогда еще, а тогда была другая Германия, а потом было, он вообще в Австрии, там он начинал. Да, они говорят, да. А потом было ФРГ, ГДР, мы ни при чем, мы сейчас новая Германия. Подождите, они говорят, не-не-не, мы теперь новая объединенная Германия, у нас в истории этого не было. Было. И никуда вы от фашизма не уйдете, ребята. Это ваш крест. И это наш крест. Хоть он и не из Украины, это наш крест. Он положил много людей под землю, между прочим, закопал. Да. Так мы должны идти и понимать, что так нельзя поступать. Вот и все. Нужно ли Украине вступать в ЕС и НАТО? И ждут ли нас там на самом деле? Вот вопрос, можем эту дискуссию начать со второго. Мое мнение, я никогда не хожу в гости, когда меня не зовут. Никогда. Не хочу чувствовать себя ущербным, не хочу чувствовать себя второго сорта. Конечно, круто, особенно сегодня. Если можно вот так сделать, я не хочу так сказать, я бы как умный человек, иначе получается, что я оскорбил других. У меня вопрос по НАТО. Мы знаем, что такое НАТО, войдут войска, и мы будем защищены от агрессора. Да, иди договорись тихо. Кому нужны плакаты твои? Кому надо в Конституции или где закрепить? Я не понимаю, вы дипломаты или вы хер знает кто? Я понимаю, я договорюсь с НАТО, если это возможно. Хотя там такие условия. У нас война на территории, это уже одно из условий, когда мы не можем вступить в альянс.
Как это Жванецкий говорил, приятно познакомиться и подружиться с Мохаммедом Али, но жить под его руководством. Не готов. Да. Нет, я просто хочу объяснить. Мы в любой союз на условиях ни потери, независимости нашей страны прекрасно. Хорошо, кто нас где ждет? Пусть они скажут. ЕС к нам стучится, ребята, пожалуйста, мы вас хотим. Чего вы отказываете? Да нет. Транши МВФ нам нужны? Какие там условия? Там же условия жесткие. Ну, они говорят, что без этого будет у нас там дефолт, ТД и ТП. Ну, вообще экономический вопрос. Лучше олигархи пусть по 7-8% скинут. Ну, да? Было бы, да. Да. Не, вообще, честно говоря, Дим, я, правда, дают транш, надо брать. А отдавать Все в копилку. Отдавать то потом. То не мы. Не мы. Ну, там можно же пересмотреть условия. Во-первых, там очень жесткие проценты. Почему ты вправе пересмотреть условия? По любым, во-первых, по любым морально-этическим правилам. Не ты особенный, что мне дай меньше, под меньшие проценты, чем другим. А мы особенные в том, что нам дают под большие проценты. Есть примеры других стран, которым они выдают кредиты. Давайте положим бумажки. Давайте посмотрим. Сравним. А можно нам такие же? Ребят, а что нам другие? А кто с вами договорился? Да. Ну, кто договорился, сейчас. Хорошо. Давай возвращай того, кто договаривался. Давай с ним разговаривать. На время. Пусть он компенсирует эту сумму. Это нормально. Не садись в тюрьму. Компенсируй то, за сколько вот ты договорился и за сколько можно было договориться. Куда эти ушли бабки?